привет, с вами я, Фронзе. Сегодня у нас запуска SpaceX Starlink-4.8. Пока что еще не началась трансляция SpaceX, уже началась. Переходим на нее. Так, на трансляции SpaceX я убавлю звук. Покажу свою музыку. Так, убавил звук. И у меня есть... еще немножко убавлю. У меня есть немножко информации для вас, дамы и господа. Пишите в чате, как громко, не громко, не знаю, просто... Немножко информации о предстоящем запуске. Прочитаю вам буквально с минуты на минуту. Есть подготовлена немножко такая заготовочка для вас. Итак, сегодня у нас будет выводиться на орбиту, ну как и всегда. Сегодня не как всегда, сегодня 46 спутников Starlink. Это 141 запуск Falcon 9, 80-й запуск с SLC-40 и 33-я посадка. Ступени подряд будет. Для первой ступени B1058 это будет 11-й полет уже. Ранее он использовался в Демо 2, Анасис 2, CRC-21, Транспортер 1 и Транспортер 3. И Starlink миссии 12, 20, 23, 26 и 4.1. Посадка планируется на Shortfall of Gravitas, примерно в 640 километров от побережья. Створки будут, как всегда, спасены кораблем Доук, примерно в этом же расстоянии от побережья. И спутников будет при успехе миссии 2137. В принципе, все, наверное. Вся доступная информация, которая у меня сейчас есть, на секунду. Может, какая-то сейчас еще появится. Сейчас посмотрю. Единственное, что мы не сможем сегодня понаблюдать за развертыванием спутников, так как оно будет через час, и оно не будет транслироваться уже, потому что будет достаточно далеко для антенн от SpaceX. Так, ну да, в принципе, у меня больше информации нету для этой миссии. В принципе. Ожидаем чуть-чуть, буквально минута до полного начала трансляции от SpaceX. Запуск должен был вообще вчера состояться в 6 часов по московскому времени, в 6:30, если быть точнее, где-то. Но перенесли из-за погоды в месте посадки. Сегодня все нормально. В принципе, больше нечего сказать. Ожидаем нашего замечательного комментатора, коуча. Так, уже буквально минутка, меньше даже минуты. Буквально, да, 2 секунды. И начинается. Я думаю, вот так вот прибавлю, не будет сильно громко. У меня наушники, конечно, громко, но я сделаю, чтобы было только в одно ухо. И у нас трейлер от SpaceX.
Falcon 9 has cleared the tower. Ten, 9, 8. Side booster ignition. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Добро пожаловать в SpaceX. Доброе утро. Это замечательное утро понедельника для запуска Falcon 9 с космического центра Кеннеди во Флориде с площадки SLC-40. А я Джесси Андерсон, менеджер, продуктовый менеджер SpaceX, менеджер продуктов от SpaceX. Сегодня 46 спутников будет запущено на орбиту. Starlink — это интернет, разрабатываемый компанией SpaceX. Он нужен для соединения интернета для всего мира, в принципе. И для этого нужно запускать спутники на низкую околоземную орбиту. Вчера запуск отложился из-за неблагоприятных погодных условий в районе посадки, как я уже и сказал. Сегодня все нормально. К сожалению, как я уже и сказал, мы не сможем наблюдать за разделением спутников в живом виде. Это будет примерно час 18 минут после запуска. И мы видим на нашем экране замечательное синее небо во Флориде. Да. Замечательная погода для сегодняшнего взлета. Информация. Поговорим о ракете, которая будет использоваться сегодня в миссии. На вашем экране Falcon 9 от SpaceX. Двухступенчатая ракета в 70 метров в длину. Очень громко просто в наушниках, я не слышу. The first stage, also referred to as the booster, which makes up over about 60% of the entire length of the Falcon 9 vehicle. The dark soot that you see around the lower part of the first stage are remnants from its previous launches. This particular booster has supported 10 на первой ступени мы видим missions, такие вот 5 темные, как сказать, темный нагар, можно даже так сказать, наверное. Это от прошлых запусков, которые я уже и сказал. Это запуски Starlink, Транспортер 1.2, Анасис 2 и также CRS-21 и Демо-2 для НАСА. Сегодня у нас будет на низкооколоземную орбиту доставлен груз. Наши спутники Starlink. Depending on the velocity at a 2,000-kilometer circular orbit, an object in LEO can make a little over 11 orbits a day. Около 500 километров будет высота орбиты, или 600, я не понял, не услышал. И, кстати, про обтекателя еще скажете, я вам расскажу тоже. Now, moving up on the vehicle, we have the interstage. As you can see on your screen, the black carbon fiber interstage is a distinct black color because it is unpainted GPS or thermal protection system. The interstage is mated to the Falcon 9 tanks in Hawthorne, typically stays mated until launch. Now, although this composite structure is officially part of the first stage, it connects to the first and second stages, as well as houses pneumatic pushers that allow stage separation during flight.
Это помогает разделиться первой и второй ступени. А потом идет вторая ступень с двигателем Мерлин вакуум, более оптимизированный для космоса. As you can see on your screen, the white portion of Falcon 9 above the black inner stage is the Вы видите такие облачка, исходящие от Falcon 9, это вентинг от суперохлажденного жидкого кислорода, и мы видим a shortfall of gravitas. Сегодня будет посадка на нее в реальном времени. Это будет 33-я посадка подряд для Falcon 9. И на второй ступени у нас обтекатель, который запускается уже в 4-й раз. И с помощью него спутники Starlink смогут безопасно добраться до космоса и отделиться уже потом от ракеты. Они также отсоединяются и возвращаются на Землю. Конечно, помогает для аэродинамики в ракеты. Now you may be able to hear some of the live rocket sounds from the launch pad. Мы можем слышать звуки, которые на космодроме, слышать звуки заправки топлива. Ну и слышать, в принципе, все звуки, которые мы слышим, которые в ракете. Топливо — это RP-1, керосин, кислород охлажденный. Кислород очень охлажденный для, конечно же, занимания меньшего места и для эффективности. Now, the combustion of RP-1 and LOX make the rocket go or fly, but it's the TTEB that sets the match to the propellant mix. Керосин. Now, it's just like a barbecue with charcoal and the oxygen air around it. Керосин помогает ракете взлететь, так как на кислороде она не сможет взлететь. Now we fill the liquid oxygen into the first and second stages to full as close to T0 as possible to minimize how long the liquid oxygen can. Сейчас у нас начинается охлаждение двигателей через 2 секунды. You put the handle in, turn it on, and when it's full, the pump shuts off. Engine chill. Начинается охлаждение двигателей. Forecast from Space Launch Delta 45 shows that we are 90% favorable for liftoff today, and as you can see on your screen, we've got some great blue skies over there in Florida. The vehicle, satellites, and range are all looking good for an on-time liftoff just a few minutes from now at 9:44 a.m. Все выглядит замечательно. Ракета, небо, спутники. Все готово к сегодняшнему полету. И сейчас точно скажу. И 2 недели назад Илон Маск провел презентацию, которая есть на канале. Презентация обновления Starship. Это система многоразовая, полная многоразовая система для отправления людей и грузов на Марс, между Землей и Луна. И для того, чтобы презентация была более красивой, Starship не погрузили, а установили на бустер 4 с помощью рук Михазила. Never fear, the full presentation is now available for viewing on our YouTube channel. И полную трансляцию вы можете посмотреть на канале YouTube, на SpaceX и на моем канале с переводом. И недавно Polaris — это новые миссии, новый контракт для SpaceX. Это будет 3
миссии. Первая миссия Polaris это будет миссия на Crew Dragon в 22 году, в конце 22 году с Кеннеди Space Center во Флориде. Это будет первый выход в открытый космос с полностью гражданским экипажем. Первый выход гражданского человека в космос. Это будет очень серьезная и волнующая миссия для SpaceX. Очень большие будут надежды на эту миссию. И мы ждем, конечно же, отправку этой миссии уже скоро. Можете посмотреть на polaris.com информацию о миссиях. И мы видим, как выдвигаются Strongback ретракт сейчас выполняется. Это у нас, так сказать, клешни для ракеты, которые удерживают ее перед запуском. Сейчас они приводятся в предстартовое положение. Они немножко отводятся от ракеты. Да. Также по Polaris я не успел перевести очень много информации в секунду. Первая миссия. Нет, не, да, но первая миссия по контракту Polaris это уже миссия Starship. Ну, не первая, а третья, это будет миссия. Будет на Старшипе уже. Миллион фунтов керосина, миллион фунтов топлива в ракете находится, когда она полностью заправлена. И видим, как выбрасывается избыточное давление вот такими выплесками белых облачков. Первая ступень полностью заправлена. Извините. И осталось 2 минуты до запуска. Заправка второй ступени продолжается в данный момент и ожидаем ее конца. Then at a minute before liftoff, you'll hear that Falcon 9 is in startup. That means that the rocket's autonomous internal flight computers have taken over the launch countdown. And just inside T-minus 2 seconds, the Merlin 1D engines will light up, and then we're осталось 2 минуты до запуска ракеты, до запуска двигателя Merlin 1D на первой ступени. И ждем объявления, когда будет заправлена вторая ступень. Вторая ступень полностью заправлена. Немножко убавлю, замечательный вид на Falcon 9, замечательное синее небо, красивое. Видим активный вентинг на площадке. Буквально считанные секунды остались до запуска Falcon 9 с миссией Starlink-4.8. Falcon 9 готова к запуску. Falcon 9's computers have taken over the launch countdown, just waiting for the final go from the launch director. Последние подготовки перед запусками. Все системы готовы к запуску. И Falcon 9 через несколько секунд поднимется в космос со 46 двигателями Starlink. 20 секунд до запуска. T-minus 15. 15 секунд до запуска. Меньше 15.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Зажигание. Есть подъем, Starlink 4.8. Все в норме. Давление в норме. Falcon 9, замечательный взлет с комплекса SLC-40. 46 двигателями Starlink на низкую околоземную орбиту. Через несколько секунд будет Max Q. Это момент максимального аэродинамического сопротивления. Самый сложный этап для ракеты. Оказывается, максимальное давление на ракету со стороны нашей земной атмосферы. И через минуту, больше минуты, будет включение двигателей первой ступени и сброс обтекателей второй ступени. Очень красивый вид. А потом будет оценение спутников уже потом. Начинается охлаждение двигателей второй ступени. И посадка в этой первой ступени будет на платформу A Shortfall of Gravitas. That's where the MVAC engine lights up and propels the second stage along with the Starlink satellites to orbit. Через несколько секунд мы увидим двигатель Merlin Vacuum. Уже его на самом деле видим. Отключение двигателей первой ступени. А теперь есть отключение двигателя первой ступени. Разъединение ступеней. И включаем двигатели второй ступени. Есть. И сброс обтекателей через секунду. Есть сброс обтекателей. Видим Старлинки. И видим слева первую ступень и работу двигателей РСС. And those visual confirmations mean that we have successfully deployed our fairing halves. SpaceX has reflown удачный сброс обтекателей, удачный отвод первой ступени у Falcon 9. И через 6 минут первая ступень уже будет садиться на платформу Shortfall of Gravitas. Of 109 fairing missions, 73 have been recovered and 32 missions have flown recovered fairing halves. And again, we will be attempting to recover the halves again today using our recovery vessel, Doug. И обтекатели спасут судно спасения Doug. Замечательный вид на вторую ступень с орбиты и замечательный вид на первую ступень слева. И через 2 минуты будет, плюс-минус 2 минуты будет entry burn. Это выполняется. Это выполняется зажигание двигателей для того, чтобы ракета не сгорела в атмосфере и не повредилась от больших перегрузок. А после этого будет выполняться второе включение двигателей уже для посадки на
плавучую платформу Shuttle Gravitas. А потом будет включение двигателей второй ступени, и мы будем на этом заканчивать стрим, как и SpaceX. Те, кто сейчас присоединились, у нас состоялся взлет с мыса Канаверал, разъединение ступеней, и первая ступень готова к возвращению на Землю, и вторая ступень уже выходит на орбиту. Первая ступень уже на полпути. На полпути к возвращению на Землю. Если я не ошибаюсь, это уже вторая миссия по Старлинкам в 2022 году. Или третья. Не скажу точно. The Merlin engines on the first stage are optimized for sea level. These achieve 190,000 pounds of thrust during ascent. That's when we lift off. Единственное, что могу сказать, что что-то про тягу сказали, но я не понял прям точное значение. Этого хватает для возвращения на Землю. Pounds of thrust in vacuum, and that's what you're seeing on your right-hand screen. Также протягу двигателя Merlin Welcome справа для вас. И для меня тоже. Видим слева рули Falcon 9. Гиперзвуковые рули Falcon 9 уже приведены в положение для посадки. Они могут пережить, так сказать, вот в атмосферу и гиперзвуковую скорость. Сейчас скорость Falcon 9, есть Burn. Сейчас скорость первой ступени 7 махов. Достаточно большая скорость. Visually see that the entry burn has begun on the first stage. Stage 2 continues to follow nominal trajectory. Entry burn сейчас будет закончен. Entry burn закончен. Ракета на траектории посадки. Не знаю, видим мы платформу. Будем в облаках. По идее, должны увидеть. Сейчас буквально за облака зайдем и должны будем увидеть уже. Немножко лагает картинка все-таки. Картинка не совпадает с реальностью. 12 километров. Потому что совпадает. Так. Теперь на связь с первой ступени ожидаем, что хотя бы на посадке появится связь. Сейчас должны будут, я думаю, показать хотя бы платформу. Платформу всегда показывают. 20 секунд до включения двигателя первой ступени для посадки на Shuttle Gravitas. А следующий пункт — это выключение двигателя второй ступени, извините. Ожидаем посадку. Landing burn. Ой-ой, не покажет нам. Боюсь. Да, не покажет нам. А, не показали. И даже почти без лагов. Очень смешно выглядит. Ноги. Есть посадка. И там есть посадка. Я надеюсь. Есть посадка. Есть отключение двигателей второй ступени. Starlink на орбите. Замечательные новости. Falcon 9 приземлилась на платформу Shuttle Gravitas. Видим ее на вашем экране. Замечательный вид на ракету.
Great news overall. We are now awaiting the deployment of our 46 Starlink satellites, which is scheduled to occur about an hour from now. Now, as I mentioned before, Хорошие новости на этом заканчиваются, и мы сейчас уже не сможем показать развертывание спутников Starlink, так как наши станции не достают до этого. На этом все сегодня, и трансляция SpaceX заканчивается. И вся команда SpaceX говорит вам спасибо за просмотр трансляции, за то, что нас поддерживаете. И огромное спасибо пользователям Starlink, которые пользуются нашим сервисом. Узнайте информацию на starlink.com. Увидимся в следующий раз. Итак, я вам тоже хочу того же пожелать. И мы с вами тоже увидимся в следующий раз. И скоро тоже будут запуски Старлинков. Запуск старший я убрал, потому что он будет неизвестно когда. Скорее всего, он будет аж в мае, судя по данным, которые есть у меня. Вот такие новости печальные про Starship. Ну, бывает. Но рано или поздно он все равно состоится. Я хочу всем сказать спасибо за то, что посмотрели эту трансляцию. Всем удачи, всем пока.